Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел бы поделиться методом, как я делаю свекольник или свекольный суп. Рецептов на свекольник разные, все делают по-разному, но я хотел бы показать, как я делаю. И получается очень вкусно, поверьте мне. Итак, курица у меня уже на плитке, она закипает. Пока все это закипает, я нарежу овощи. Овощи все уже у меня промытые, вычищены. Из овощей я буду пользоваться морковка, картошка, лук, 2 свеклы, соленый огурец и зелень. Свекла у меня уже вареная. Я предпочитаю пользоваться вареной свеклой, чем сырой. Так что все равно вкус будет, надеюсь, тот же самый. Но мне нравится, когда вареный. Потому что я пользуюсь свеклой во многих салатах или просто крышу на кубики и мы кушаем так. Да. Курица у меня закипела. Сейчас сниму пеночку. И теперь мы добавим туда морковку с луком. Морковку с луком и пару зернышек перца. И немножко соли тоже. Таким образом. И пускай оно у нас кипит теперь. А тем временем я покрышу нашу картошку. Картошку я покрышил, пускай ждет своего времени. Этим временем я займусь свеклой и огурцом. Огурец я буду... Это бочковой огурец. Я его режу очень мелко здесь. Вы знаете, всегда, когда я делаю супы, я все ложу на глаз. Потому что иногда есть некоторые продукты, которые уже срок годности подходят к концу, их надо израсходовать, то и добавляю тоже. Но в этот свекольник я пытаюсь сделать чисто из свеклы, потому что иначе перебьет вкус свеклы. В нашей семье мы любим свеклу. Свекла уже вареная, как я сказал, она уже приходит очищенная тоже, так что это прелесть, не надо морочиться этим. И тоже мелкими кубиками нарежу. Сразу же скажу, я, может быть, делаю неправильно свекольник, пожалуйста, не ругайте меня. Я делаю так, как я умею, как я знаю, я никого учить не собираюсь здесь, я просто поделюсь своими опытом и своими идеями. Вот так, мы покрышили. Это теперь мы поставим все это на мисочку и пускай ждет своей очереди. А теперь я порежу нашу зелень. Здесь чесночок и зеленый лук. А теперь я добавляю картошку. Все у нас хорошо варится, картошка уже, морковка, лук. Давайте теперь насыпем нашу свеклу, огурец соленый, и мы добавим туда 2 лавровых листа. У нас в саду растут лавровые листы, так что у нас их хватает здесь достаточно. Вот таким образом. А теперь настало время добавить зеленый лучок с чесночком. А также я порезал немножко зелени, петрушку и укропчик. Сегодня по запросу моей семьи я не буду добавлять петрушку и укроп в кастрюлю.
когда мы сядем за ужин, то каждый сам себе посыпет на тарелочку, сколько им положено, потому что у нас есть некоторые господа, которым укроп не нравится. Но так как я с Восточной Европы, я вырос там, я везде добавляю укроп, но у нас тут англичане есть, которые очень скептически относятся к укропу. Итак, суп у меня сварился. Это моя версия свекольника. Это мой свекольник. Итак, я сегодня вам показал, как я делаю свой свекольник. Может быть, не тот рецепт, который везде в книжках или как все повара делают, но это так, как я делаю. Самое главное, что я старался, пытался, и самое главное, что вкусно, чтобы моей семье понравилось. Это самое главное. Свекольники я подаю со сметаной. И, как я сказал ранее, я поставлю зелень в чашке посреди стола, и каждый посыпет в тарелочку, сколько им надо, петрушки с укропом. Я думаю, что это видео вам не было очень скучным. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И я был бы очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал, так и вы поддержите меня. На этой ноте я хотел бы пожелать самого наилучшего. Берегите себя, своих близких. Мирного неба всем нам. Пока-пока и приятного аппетита. До новых встреч.